Здравствуйте, добро пожаловать на канал About Animals. Австралийский моряк оказался в тяжелой ситуации, когда его лодка застряла на рифах, и он оказался в воде. Столкнувшись с этой непредвиденной проблемой, мужчина принял решение плыть 17 километров к берегу, но посреди пути столкнулся с акулами. Джон Дир начал свое путешествие кругосветное в 2019 году, стремясь исполнить свою мечту. За 3 года он пережил множество приключений, но никогда не оказывался в столь опасной ситуации. Начались неприятности в 30-часовом плавании из Колумбии в Панаму. Во время плавания Джон занялся ловлей рыбы, когда его яхта продолжала двигаться на автопилоте с поднятым парусом. К сожалению, лодка риф задела, и мужчина оказался мгновенно в воде. Он осознал, что его яхта, его дом и безопасность удаляются от него с угрожающей скоростью. Джон находился в 17 километрах от берега, без жилета спасательного и полностью в одиночестве. Это стало огромным испытанием для его физической и ментальной выносливости. Ориентируясь по направлению к суше, которое он сам определил при планировании маршрута, Джон начал плыть к берегу. Ему приходилось бороться с паникой и сосредоточить все свои умственные силы на выживании. Однако с наступлением темноты вокруг начали появляться акулы, которые проявляли интерес к моряку. Джон ощутил первые укусы и испугался, что его атакует акула. Он реагировал эмоционально, кричал, отбивался и бил кулаками вокруг себя, чтобы отпугнуть их. Силы постепенно иссякали, но он отказывался сдаваться. Джон смог контролировать свои эмоции и продолжал плыть. Акулы продолжали следовать за ним, но вместо нападения они, казалось, играли с ним. Моряк перестал внимание обращать на укусы мелкие и, в конечном итоге, добрался до берега. После нескольких дней его почти затонувшую лодку нашли. Джону повезло, что он смог доплыть до ближайшего пляжа и спастись от непредвиденных опасностей, с которыми он столкнулся в море. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.